Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Девочки, кто писал про лемушу? Да, она любит поговорить. Это же попугай. Но надеюсь, что в этом видео она не слишком будет вас донимать. Рассказываю, чем занимаюсь я сегодня. Сегодня у меня полив. Полив такой, знаете, не 100% все полочки на стеллажах, а некоторые только полочки. И я вот только что начала разбирать вот эту полку, и выключили буквально минут на 5 свет. Я расстроилась, но начала их стаскивать вот сюда на стул, поближе к окну, те, которые полила. Но свет вернули. Свет вернули, и я прям воспрянула. Слушайте, это моя бабочка. Бабочка. Забыла, как называется, но красивая. И я вот все думаю о пересадке этой красотки. Но каждый раз откладываю. Сейчас она без цветоноса. Самое время ее пересадить. Корней нарастила, девчонки, смотрите. А с другой стороны, думаю, такой лист красивый выдала. Гляньте. Но цвела летом. Я заметила за ней такую тенденцию интересную. Я напишу, что это за бабочка. Там просто утонула бирочка и плохо видно. У нее такая тенденция в цветении, что она, ребят, цветет только летом у меня, в моих условиях. Ой, хочу включить свет, чтобы было лучше видно. И еще есть у меня один ляп, вот такой вот огромный вазон, вот с такой маленькой орхидеей. И я так смотрю на нее, вроде ничего, но мне кажется, что ее надо было бы пересадить. И она сейчас без цветоноса. Вот надо все-таки ее пересадить, девчонки и мальчишки. Это хорошая, красивая орхидея. Яркая, красивая, но я перестаралась с горшком. У нее была огромная корневая. И я перестаралась, девочки. У вас такое бывает? А бывает еще, знаете как, подбираешь горшок по размеру корневой, да, все, вот ты достал орхидею, у нее такие огромные корни, все, ты здоровые, хорошие корни, ты высаживаешь ее по объему корневой, как пишут в литературе, чтобы ей было просторненько. И по итогу получается, что ничего не получается. Получается, что она начинает чахнуть. У меня конкретно она не чахла, но скинула пару листиков. И я вот думаю, ну вот вижу, зеленый корень есть. Короче, может ее не трогать, девчонки. Пусть растет, осваивает горшочек. Ну раз она тургор не теряет, корешки растит, просто я ее поливаю минимально. Минимально. Так, кто тут у меня еще? Тут в маленьких горшочках у меня орхидейки. Они маленькие, но в маленьких горшочках. Слушайте, я прям уже совсем плохо вижу. Представляете? Так, ЛДС Биркинг. Это тот, который один-два цветочка, но красивых. Такой классный, да? И у меня есть желание пересадить свою гигантею. Это просто кошмар. А она так не любит пересадок, девчонки, мальчишки. Это для нее просто вообще. И вроде как и место здесь еще есть для роста корней. Но видно, что она недовольна этой посадкой. Потому что нет раскукленных корней, цветения ждать еще долго. И я хочу рискнуть и пересадить ее в плагрон. Вы со мной? Давайте мы ее пересадим в плагрон. Я сейчас долью на этой полочке орхидеи. Слушайте, у меня еще такая орхидея есть. Я не помню ее название. Какой-то Комрад, какой-то Юшан. Юшан какой-то... Это шафран, короче, ароматный шафран. Но посмотрите, во что превратился мой шафран. Один раз цвел на цветоносах садовника, и вот сейчас это вот такой вот странный куст с большим количеством деток. Такое ощущение, как будто вырождается, знаете, как вот дичка.
Вот может у орхидей тоже есть такая тенденция, что они вот такие становятся, как дикари, как дичка. Он оброс со всех сторон детьми. В общем, я его не трогаю. Поливаю себе, да поливаю. Такой, знаете, ландшафтный дизайн. Так, Freya Free Fox. Винна лисица. Тоже не видела ни разу цветения. Это все я вам показываю азиатских подростков. И здесь такая интересность получилась, что как из середины, видите, как будто новая орхидея растет. Удивительно. Но здесь, кстати, с корешками все нормально. А то стояла в мхе, прям ничего не хотела. Я ее в бусинку пересадила, все нормально. Так, мой башмак, девочки. Мой башмак потихонечку растет. Спасибо за подарочек. Сейчас буду их поливать. Это я хожу, беру по одной. Так, вот, кстати, такие я сделала вот так. Только до конца не стерла этикетку. Не хватило мне терпения. Это знаете кто? Это Greenwort Snake. Да, змея, короче. Змеиная кожа. Она начала, короче, у меня болеть, ребята. И, в общем, вот так. Я когда увидела, что она начала терять листья, я быстренько ее в плагрончик. Быстренько, быстренько. А там корней было гнилых, ужас сколько. И я, видите, вот поснимала все эти гнилые чулки и в плагрон засунула. И говорю, все, будешь ты на реабилитации. Я уверена, что в такой посадке она нарастит корней и она оживет. Я, знаете, девочки, я думаю, что нужен дубль срочно. Я очень люблю эту орхидею. Вот это вот не было света и началось. Видно, я ливанула. Ой, кто мне тут такой красивый с цветоносиком, а корнем зацепился. Сейчас, девчонки. Кто это такой красивый? Вот. С таким баклажановым листиком, с таким цветоносиком. Розетта. Розетта. Видите? Розетта прикольно тоже цветет, интересная. Кстати, она очень здоровски пересохла. В этом горшке ей понравилось. Видите, сколько корешков. И они уже там внизу. Вот она прям легенькая-легенькая. Сейчас, Розетта, мы тебя будем поливать. Девочки, раз, два, 3 бутончика, а то даже 4 намечается у Розетты. И буду протирать сейчас листья. Прям вот это взяла польское удобрение. Думаю, надо его добить уже. Вот это. Осталось мне там немножко. На литр 5 доз, 5 нажатий. Ну, я делаю 2-3 нажатия. Экономлю. Не, я просто боюсь переборщить. Потому что, как правило, в интересах продавца, именно производителя, я бы даже сказала, побольше концентрацию, чтобы мы почаще ходили за его продукцией. Так мне кажется. А мы с вами знаем, что лучше не до, чем перья. Правильно? Так, вот еще один мой башмачок. Малышок растет. Так, сейчас я прям с вами тут соберу полочку. Так, а я вам показала свои бутончики. Ты кто? Красавчик. О боже, девочки, это, по-моему, такая мелкашечка, бабочка. Такая миленькая-миленькая. Она под номером шла. Аня, где твои все стикеры? Непонятно. Сам кустик миленький вот такой. Цветет каждый год такой гроздочкой. Обожаю ее. И еще одну обожаю. Тоже мелкашечка такая цветет прикольно. Вот я уже ее, кстати, полила. Видите, вот водичка. И это Формоза Крэмбери. Вот она тоже такой красивенькими такими цветочками. Такая маленькая. Вот сами такие, знаете, фаленопсисы, которые какие-то прям как миники. Вот такая у них розетка скромная. Напишите, у кого Формоза большая. У меня маленькие листочки. Вот это вот те, которые из компактных. Так, кто тут у меня еще, девчонки? Зенкмин Кобра. Зенкмин Кобра. Я задумалась, потому что у меня сейчас цветет. Я думала на нее, что это кобра. Значит, у меня цветет анаконда. Сейчас я вам покажу. Вот это у меня получается кобра. Они с цветоносами.
И цветоносы редко отсушивают. Они как бы тоже хорошо растет. Видите, сколько корней, все нормально. Они цветут 1-2 цветочка и годами цветоносы держат. Так что вот так. А кто ж у меня расцвел? Сейчас, девочки, я вам покажу. У меня ж тут цветущая поляна. Вы что думали, одни только торчащие палки? Нет. Гляньте, гляньте, пожалуйста. Значит, это анаконда, мне кажется. Пахнет. Она такой свежестью пахнет. Она такая невероятная. Такой какой-то, знаете, лайм. Не апельсин. Но нотки апельсина тоже слышны. Не лимон однозначно. Гляньте, какая. Вообще обалденная. Так, ты кто? Анаконда. Сейчас я даже достану, если не приросла. Анаконда от Яфон. Да, вот анаконда. У меня сейчас анаконда цветет. Она и в прошлом году цвела. Такая вот. Девочки, ну я, блин, все. Если я по весне и летом увижу шкуру дракона, ой, змеиную кожу, я обязательно прикуплю. Обязательно. Я надеюсь, конечно, что эта моя тоже выживет. Я уверена. Есть тут живые корни, точка роста не нарушена. Все будет хорошо. Но видите, когда она скинула корни, она сразу вот такой лист ужасный выдала. Вот так вот. Если видите, какой-то пошел вот такой кривой непонятный лист из середины, ищите причину в корнях. Это 100 пудов, там уже все сгнило. Частично, может быть. Это я уже знаю. Так, достаю свою красоту. Вот эту. Это мой хрустальный водопад. Такой вот красавчик. Crystal Water. Я его обожаю. Вот он, знаете, вот так смотришь на его цветонос, кажется, такие мелкие бутончики. Ну, достаточно даже 4-5 бутонов, чтобы была такая классная гроздь, когда они распускаются, цветочки. Они такие правильной формы. Вот мне кристальный водопад нравится, а потом медуза, биглип. И биглип этот самый... Панда, чарминг панда, тоже мне нравится. Так, все, я полку распотрошила. Сейчас я, знаете, что я сделала? Я прям развела чуть-чуть, отлила, короче, поливочной воды, и я мочу спонж, и протираю листья спонжем в удобрении. Хочу их поддержать. И с этим же удобрением я проливаю, поддерживаю. Короче, девочки, главное, чтобы не выключили свет, потому что нам надо обсохнуть. Так что вот так. Ну, тут все может быть. Так, все, до работы. Вот здесь всех выставила. Сейчас попротираю аккуратненько. На каждую орхидейку отдельный спонжик, потому что все может быть. Так, эти две уже политы, даже три вот пролиты. Вот это, даже 4, вот это тоже пролито, только листья надо протереть. Слушайте, вот казалось бы, окна закрыты, не лето, но постоянно вот такая вот на листьях налет. Ну вот, кстати, вот у этой свой налет, помимо пыли, свой такой защитный слой восковой. Вы обратили внимание? После доганы под предыдущим видео, после замечаний, полученной Лимошей, она спит и даже не чирикает. А где Жорка? А Жорка, наверное, где-то здесь. Да, Жорка налопался, спит. Сегодня мой айфоновский наушник опять по второму разу. Только муж его склеил, он его стащил и опять разгрыз. Короче, буду я получать, потому что скажут мне сегодня мои, что я... Ох, у меня новый распуск, сейчас покажу. Что я не ставлю, не ложу на место свои гаджеты. Так что вот так. А я пока английским, девчонки, занималась, он стащил и притащил мне уже разгрызанный наушник. Ну как можно его ругать, он такой клевый. Девочки, Роттердамчик продолжает свой распуск. А это моя самая первая орхидея. И я ее постоянно лечу, спасаю. Обычная беляночка. 2011
11 год, по-моему, или 12. 2011 год. Куплена в 2011 году. Еще набирает она свой размер. Она еще не раскрыла полностью свой цветочек. В Одессе 3 градуса. С утра что-то пролетало. Вчера целый день был дождь. Сейчас вот так вот пасмурно. Видите, такое небо. В общем-то, она у меня сейчас хорошо растет, чтобы вы понимали, в плагроне. И цветет, и растет, и развивается. И я вам еще покажу один секретный секрет в плагроне. Девочки, он корни начал туда вовнутрь растить. И смотрите, у него там вон, гляньте, вон, цветонос. Там вон бутоны. Представляете? Чудодейственное средство. Грунт. Керамзит, плагрон, как хотите называйте. И поэтому я решилась, я все-таки вот эту красотку попробую в плагрон посадить. Может, это дурость с моей стороны, но я хочу попробовать. Конечно, рисковать таким экземпляром. Но я вижу, там уже мох, ну совсем, девчонки, совсем. Хотя не любят, чтобы потрошили. Не, но все-таки мы разберем аккуратно, размочим, разберем. Сейчас вот я дополиваю, повытираю, и мы займемся этой красотой. Вот новый листик растет. Боже, какие они огромные в теплицах у тайцев. Висят там на подвесах. Какие красивые, огромные. Это именно гигантея. Это альбовый вариант. Она должна быть белесая, такая кремовая. Ну, я не знаю, увижу я в своей жизни цветение этой орхидеи или нет. Я, ребят, не знаю. Но хочу попробовать в плагрон. А чё? А может, будет все хорошо. Я подсмотрела. Это бабочка Джанет Брэндон. Девочки, гляньте, какие корни. Прям приросли к горшку, к кашпо. Полный горшок корней, пьет как не в себя. В общем, надо, конечно, ее пересаживать. Надо ее переваливать, пересаживать. Возможно... Я ее полила. Ну, может быть, и хорошо, что я ее полила. Сейчас можно будет ее перевалить в больший вазончик, взять такие хорошие кусочки коры. Ну, все, он ей уже все. Мал, да? Мал. Надо ее пересаживать. Ребята, вот эта орхидея очень классная. Она мне очень нравится. OX King на Fuller's Purple. Она в этом году... впервые вот прям, ну вот уже на 3 бутона дает цветонос. Первый год после покупки 1, вот такой большой цветок. В прошлом году 2, в этом году 3. Понимаете? Понимаете масштаб радости? Потому что, ну вот реально, если они будут такие же крупные, помните Лемуша, что натворила? Выбралась из клетки и именно за эту орхидею взялась. Вот так она ее погрызла, погрызла. Ну, орхидея справилась. Я ничего не трогала, не мазала. Она новый лист вырастила за лето. Такой вот корнями обросла. Видите, закрытая система. Я сейчас даже сегодня ее не поливаю, еще влажно у нее там. И, короче говоря, прям, несмотря на то, что у нас не ахти условия, а живет она на стеллаже под искусственным освещением, вон там, она меня решила удивить в этом сезоне. Уже, надеюсь, не сбросит, а может и 4 будет бутончика. Вау, вау. Если будут такие же огромные, большие, красивые цветы, это будет здорово. Кстати, летом цветочки были просто такие розовенькие. Не было прорисовки красивой, как она обычно это делает. Из-за жары. Сейчас вам хочу показать в качестве примера, как начала развиваться орхидея после вот такого вот состояния. Но не в плагроне, она у меня вот здесь кора, кукачипсы, да, и мох. Немножко мха. Это от Алюры Каюлани. Симпатичная, восковичок, желтенькая. Цвела у меня здесь на пару цветочков. По-моему, 3 было цветочка, остался 1.
И вот она, как и это, вот точно так же, вот смотрите, когда с корнями началась проблема, выдала вот такой вот листочек маленький, видите? И здесь такой же. И я ее быстренько вытянула, убрала все плохие корни и пересадила. Она некоторое время стояла, но продолжала цвести потихонечку. Я ей не мешала. Вот сейчас, кстати, обнаружила сегодня еще один цветонос. Удивительный рядом. И вот смотрите, от шеи новый корень пошел. В общем, и лист она в итоге за лето оклемалась. И вот уже новый лист дала. То есть дело идет на поправку. Вот видите, вот тоже вот так вот раз. Вот такой вот ужасный лист. С корнями беда, как и здесь. А потом все, уже более-менее корнями обросла и начала уже растить новые листики, новые корешки. В общем, дело пошло на поправку. В общем, я к чему? К тому, что смотрите в корни. Вот как я здесь тоже залезла, посмотрела и увидела, поснимала. Чижи оставляйте, тяжики пригодятся. На них еще орхидея может спокойно жить. Просто нет вот этого кладовочки, запаса, в котором водичка. Ну, вы будете поливать и, возможно, смотреть. Тяж тоже получает извне водичку, даже без и питания, даже без клеток веломена. Так что не оставляйте, если тяжи не черные, а такие кремовые, светленькие, оставляйте эти тяжики. Вот видите, вот такой вот кремовый тяжик. И она, когда уже начнет растить новые корешки, тяжики вам послужат, хорошую службу вам. В общем, короче говоря, не погибнет орхидея, если есть хотя бы тяжи. Так, ребят, ну вот еще одна ситуация такая, не очень приятная. Вот такая вот ситуация. Видите, полностью сухой корень от шеи. От шеи корней вообще практически нет. Веломен ужасный, корень ужасный. В общем, я уже не раз отстригала эти корни от шеи. Возможно, да, вот здесь вот еще один огрызок. Вот сейчас я тоже обрежу его. Это уже вот еще. Это уже такие старые. Ой, я что я там обрезала? Надеюсь, не бывает, что вот так сверху корень не живой, а потом начинаешь тянуть, а он там внутри живой. Такое тоже бывает. Так, еще и разветвленный, и такой красивый. Не, оказался огрызок. Фу, я уже испугалась. К чему я это все тут вам рассказываю? Ну и вижу тут много корней не очень хороших. Вот вижу. Вот, в общем, какая-то часть корней прям ужасная. Хотя орхидея выглядит неплохо. Ну, значит, есть какая-то часть хороших корней. Да, вот они. Что я хочу сделать? Помните, в предыдущем видео я вам показывала, как растут дружно щеткой корни и шеи у Лека Фантастик. Так вот, я использовала вот это средство польского производителя для корнеобразования. И вот здесь то же самое мы сейчас с вами сделаем. Мы побрызгаем прямо в район шеи этим прекрасным средством с двух сторон. И будем надеяться, что у нас начнется корневой рост. Я попозже, ну не в этом, конечно, видео, а попозже вам покажу, как это средство сработает или не сработает именно вот на этой орхидее. Профар, где 6156. Приехал ко мне в 23-м году, 28 декабря, прям под Новый год. В общем, получается он у меня уже, ребята, 3 года. И за 3 года вот такая малеча. Ну, цветет помаленьку. Такой вот. Был 1,7. Я так подозреваю. Видите, верхние корни позбрасывал, позасушил. Что-то ему не нравилось. Хотя в горшке вам показала, корешки имеются. В общем, мы обработали по шейке. Будем ждать активного роста корней после использования этого средства. Здоровая корневая, она с микоризой.
зеленый дом. Посмотрим. Девочки, что-то мы тут с Жоркой развалились и решили, что мы завтра пересадим парочку орхидей. А вам пожелаем мирной ночи и хорошего настроения. До скорых встреч на канале. Да, Жорка? Скажи девчонкам пока. Так что вот так. Обленились мы совсем. Совсем обленились.